Сегодня мы будем с вами рисовать горы для environment или для окружения. Начнем мы с таких крупных элементов, как горы, потому что очень сложно их бывает рисовать. Сейчас мы разобьем весь процесс на составные части, да, и я специально, кстати, выбрал горы с травой, да, растущие, для того, чтобы еще сложнее было, потому что камни рисовать в принципе просто, а вот когда мы видим референс какой-то берем, да, где очень много разных деталей, трава, там какие-то деревья еще могут расти, то у нас задача усложняется, да, сейчас мы потихоньку начнем все это разбирать. Давайте начнем с самого начала. И прежде чем мы начнем делать текстуру, разберемся с геометрией и попутно разберемся с объемом, потому что объем – это одно из самых важных. Я очень часто про это говорю, но тем не менее нам нужно будет это помнить на протяжении всего урока. Вот, сделаем какую-нибудь основу, да, наверное, возьмем даже серый цвет какой-нибудь нейтральный. И сделаем нечто подобное. Да? В принципе, эту форму можно нарисовать как угодно. И единственное, что у нас будет плоский такой низ этой горы, потому что мы пока не знаем, на чем она стоит. Пусть будет условно какой-нибудь горизонт. Ну, представим, что у нас тут вода, мы же environment рисуем, да, у нас тут вокруг вода и одна гора посреди воды. Вот, и теперь нам нужно сделать объем. Чтобы сделать объем, нужно просто взять либо какую-нибудь обыкновенную мягкую кисть. Обычно мы просто берем, затемняем одну сторону, либо высветляем другую. Да? В этом случае нам нужно сделать следующее. Для того, чтобы проще было понять, я сделаю с помощью градиента. То есть возьму, сделаю вот такую вот растяжку, да, чтобы у нас было темное, светлое, и на новом слое сделаем еще одну в другую сторону, и здесь можно сделать скрин. Вот у нас получается две таких стороны, одна светлая, другая тоже светлая. Посередине у нас темный переход. Для чего я это сделал? Для того, чтобы было сразу понятно, что у нас какая бы гора не была, у нас обязательно будет рефлекс с другой стороны. Про это очень часто все забывают. В принципе, если бы я начал бы то же самое делать с помощью кисти, ситуация бы практически не изменилась, но можно сделать так, да, но почему-то, когда мы кистью рисуем, хочется сразу начать уже детали какие-то рисовать, поэтому смотрите сами, как вам удобнее сделать либо кистью, либо градиентом, но градиентом будет однозначно плавнее и проще сделать, если вы начинающий. Так вот, вот эта схема будет у нас на протяжении всего урока работать, то есть схема, когда у нас есть основной источник света и переход в более темные, потом обратно свету. То есть, как бы показываю рефлекс. Но на самом деле здесь у нас будет немного поменьше светлого, да, и чтобы уменьшить, мы можем просто слегка убрать здесь, затемнить вот эту часть, и тогда у нас получится все отлично. И теперь нам нужно скопировать эту часть, потому что у нас гора будет состоять не из одной такой вот большой формы, а из нескольких. Нам нужно на этом этапе понять, каким образом делится наша гора. Из-за того, что она очень сложная по форме, у нас есть несколько составных частей, и когда мы рисуем такую сложную форму, нам нужно думать, каким образом она, из каких частей она состоит, каким образом она потрескалась, да, и то есть на этом этапе мы просто делаем дизайн этих гор. Здесь мы можем сделать, в принципе, как угодно, главное, чтобы нам нравился сам
результат того, что мы сделали, да, сама форма этих гор. Но при этом, если вы заметите, когда мы добавили еще несколько форм, да, наш общий объем немного потерялся, поэтому мы берем все это, сливаем в один слой и вернем этот общий объем. Да, этот общий объем можно сделать, опять же, с помощью кисти, затемнить, да, с какой-то стороны. И здесь, как вы видите, у нас все еще остается рефлекс. То есть нам нужно сохранять общую вот эту вот структуру формы. Вот, следующее, что нам нужно понять, это то, что если мы сейчас скопировали несколько форм в виде сбоку, это выглядит примерно так. У нас была одна вот такая вот форма горы. То есть мы ее перевернули, да, в эту сторону. Ну, примерно будем смотреть отсюда. И мы ее скопировали несколько раз. У нас получились вот такие вот составные части. Мы видим здесь несколько таких вот гор. И мы видим, что пространство между этими элементами у нас образовалось пустое. Да? Так как мы хотим сделать так, чтобы гора у нас смотрелась цельной, мы должны между вот этими частями сделать какую-то прослойку, либо какие-то плоскости добавить для того, чтобы их как бы соединить. И здесь пока можно условно примерно добавить обычной круглой кистью вот эти части, да, просто соединив, либо просто размыть, да, либо как-то сразу продумать, каким образом они соединяются между собой. Вот. Дальше мы будем тут добавлять текстуру между вот этими частями, и вы узнаете, как нужно, точнее, правильно на вот этих местах накладывать текстуру. Тоже очень часто встречающаяся ошибка, когда неправильно текстуры накладываются на вот эти соединяющие части. Вот. Здесь, в принципе, можно тоже продумать как-нибудь, ну, либо оставить формы немного разделенные. Вот, дальше нам желательно ее какой-то цвет перекрасить, потому что он сейчас серый. Я обычно пользуюсь фильтром Hue Saturation, и здесь можно поставить здесь галочку, да, немного подредактировать, и можно заодно еще сделать светлее, темнее. Ну, тоже смотрите, чтобы был какой-то баланс. Следующим слоем нужно понять, какая у нас будет гора по своей структуре, какие будут трещины и так далее. Вообще есть два основных элемента, когда вы рисуете текстуру, да, это трещины и рисунок самой горы, да. Она может быть, например, плоская абсолютно. Ну, к примеру, мы нарисуем каньон какой-нибудь, да. Вот такой вот нарисуем. И она может быть абсолютно плоской и без выступающих каких-то граней, но при этом рисунок будет в виде слоенных таких горных пород. Вот. Здесь есть миниатюры, которые я изначально нарисовал, и здесь есть некоторые рисунки, да, на которые мы будем периодически ссылаться. Это вместо референса, да, такие готовые небольшие рисунки. Вот, то есть здесь мы видим такой вот рисунок, слои. Здесь, например, при этом есть и выступающие трещины, и мы видим объем, да, где-то мы видим очень сильно выступающие камни, где-то более плоские, как здесь, потому что вот этот камень, он больше сточился водой, да, и это больше не какая-то часть горы, а какой-то маленький камень у воды. Так вот, здесь нам нужно, ну, в зависимости от того, какую вы гору рисуете, нам нужно понять, какие будут трещины, да, и их можно изначально на этом этапе наметить. Поэтому я возьму обычную кисть круглую, да, возьмем жесткость немного повысим и, наверное,
непрозрачность кисти тоже поменьше сделаем, для того, чтобы не сильно кардинально менялась вся картина. Так вот, здесь, в принципе, можете тоже на отдельном слое поэкспериментировать и подумать над дизайном вот этих линий. Подумайте, как трещина могла идти по одной части, да, потом она как бы завернулась там, где невидимая плоскость, и заворачивается эта трещина в другую сторону. Об этих вещах задумываетесь, да, нужно думать также о том, какие природные стихии воздействовали на эту гору. Да. Возможно, из-за дождя некоторые части сточились, либо здесь вода может сточить нижнюю часть горы, но в данном случае у нас такого не будет, вот, чтобы сильно не усложнять задачу. Так вот, мы сейчас, напомню, рисуем трещины, которые могут выступать либо углубляться, да, и здесь мы должны с вами подчеркнуть именно объемность этих трещин. Вот, дальше мы должны с вами нарисовать текстуру, да, то есть мы продолжаем детализировать, и после каждого шага детализации проверяйте гору на, ну, вообще любой объект на предмет объемности. То есть, если он не объемный, если вы потеряли в этот момент объем, то вам нужно будет его вернуть. Но сейчас потерять объем очень сложно, потому что мы взяли кисть очень маленькую, и маленькой кистью мы, добавляя детали, не сильно рискуем потерять очень крупные объемные вещи. Да? Вот. Следующим слоем я предлагаю вам сделать следующее. Взять кисть обычную круглую, немного сделать искажение этой кисти, да, ну, то есть мы теперь видим, что она теперь плоская. Вот, если мы нарисуем здесь такое пятно, то мы видим, что оно плоское стало. То есть из круга мы превратили в плоскую кисть. Вот, и здесь также мы здесь поставим галочку на Shape Dynamics, то есть динамика формы, и выберем изначальное направление. Это означает, что в какую сторону вы изначально двигаете кисть, в такую и будет, вот здесь давайте увеличим минимальный диаметр, в такую и будет направляться эта кисть, как бы вы ни рисовали, да, то есть это может нам напоминать какой-нибудь маркер. То есть если мы вниз начали рисовать, то он плоский вниз, если мы в бок, то он плоский бок. Но если вы начали вниз, потом перевернулись, то он будет немного другим по ширине. Вот, это нам поможет сделать следующую штуку. Например, если у нас такая вот гора или камень, то мы видим, что некоторые части у нас могут, некоторые плоскости, точнее, могут заворачиваться в другую сторону. То есть здесь у нас, допустим, текстура такая, да, если мы идем ближе к краю, то эти же элементы будут в другой плоскости. То есть мы должны подчеркнуть вот этот рисунок, который заворачивается за форму. Грубо говоря, если мы будем использовать только эту кисть, то мы можем делать следующее. Мы можем просто рисовать на вот этих краях. Нужно понимать, что на краях у нас будет больше деталей скапливаться из-за того, что вот эта плоскость, да, она заходит за вот эту часть. Это нам поможет, в принципе, на всем окружении делать, да, если вы заметите, здесь очень много разных штрихов, которые нарисованы специально под плоскости. То есть мы видим вот здесь вот очень плоский такой вот участок, да, в отличие от вот этого участка, в котором там есть какие-то искаженные элементы текстуры. Вот. И чем она более плоская, тем больше оно как бы сжато получается, и тем больше там каких-то элементов можно нарисовать. Вот. Дальше мы можем применить эту кисть на нашей горе. Здесь, в принципе, можно как-то более
уверенно, да, уже попробовать прорисовать некоторые детали. Когда мы будем рисовать траву, мы тоже будем, скорее всего, эту кисть использовать, потому что она нужна как раз-таки для таких мелких деталей, чтобы прорисовать каждую мелочь. Вот, а здесь, там, где у нас плоскость сильно не заворачивается, мы можем делать какие-то более крупные детали. При этом, опять же, не забывайте про объем. Здесь мы должны каждый раз проверять самого себя, не потеряли ли мы объем всего объекта. И если мы потеряли, то мы должны его вернуть каким-то образом. То есть если мы видим, что объема нет, мы берем и возвращаемся к первому пункту, берем обычную. Давайте сохраним пока эту кисть, чтобы ее каждый раз не делать. И обычной круглой кистью, да, мы можем некоторые детали сглаживать. Где-то мы можем добавить рефлекс, который потерялся. Ну, собственно, до рефлекса мы еще доберемся в дальнейшем. Вот. И вообще у нас очень маленькая такая гора получается, да, если вы будете рисовать очень большую, то, соответственно, можете даже скопировать все, что мы нарисовали, и размножить, и у вас получится нечто большее. Теперь добавим сверху травы, да, потихоньку мы будем добавлять все эти трещины детали, но пока мы можем добавить траву. Для того, чтобы траву добавить, мы возьмем опять нашу кисточку и сделаем зеленым. Представим, где у нас может расти трава на этой горе. При этом вот на этом этапе у многих возникают большие трудности из-за того, что начинают либо одновременно рисовать на одном слое и объем, и трещины, и траву все вместе. Из-за этого на одном из вот этих элементов теряется объем. И если мы хотим избежать вот этой ошибки, да, распространенной, то мы можем траву нарисовать на отдельном слое, притом не переживая за объем. Да, мы можем светлыми частями на темных рисовать и при этом особо не думать, что мы можем там что-то испортить. Вот. И здесь важно сделать следующее. Взять под маску вот этой травы, можно сделать, нажать и выделить вот этот слой. У нас сделается такая вот, у нас выберется этот слой, да, с помощью выделения. И на этом слое мы можем уже делать темные какие-то зарисовки. Вот, то есть в тех местах, где у нас должна быть тень, мы, соответственно, ее добавляем. Вот, и этот слой вы можете теперь редактировать, да, вы можете их даже как-то слить между собой, вы можете их подредактировать с помощью ластика, да, стереть лишнее. И еще одна вещь, про которую очень часто забывают, это тень под травой. И главное это делать не везде, потому что в некоторых местах она более прилегает к нашей форме, да, а в некоторых местах оно немного отходит вперед, то есть у нас получается объем такой. Поэтому здесь нужно думать, чередовать, в каких местах будет у нас
затемнения, да, в каких местах мы можем про это забыть. Также вы можете для деталей использовать текстурную кисть, любую причем, да, это уже будет зависеть от того, какие у вас наборы кистей, да, скорее всего, у вас так же, как у меня, накопилось большое количество, и здесь главный принцип – это экспериментировать с этими кистями, смотреть, как получится, да. В основном они нужны для того, чтобы просто быстро сделать какой-то определенный уровень детализации, вот, но главное сильно не увлекаться. Теперь я бы добавил еще, подправил бы немного объем, потому что я вижу, что он немного потерялся. Здесь мы можем подкорректировать, да, прям вместе с травой, вместе со всем. И при этом, когда вы добавляете объем, смотрите, чтобы сильно не замазался слой с детализацией, потому что все, что вы нарисовали, потом как бы затрется, да. Но с другой стороны, нужно чередовать детализацию с размытыми краями, да, и в плане композиции это будет выигрышно смотреться. Вот. Дальше нам нужно добавить цвет в каждую из текстуры. Сейчас гора выглядит сыровато, да, и выглядит как очень быстрый концепт. Для того, чтобы сделать очень быстро разнообразие в цвете, я сделаю небольшие манипуляции с кистью. Для этого я, кстати, возьму, наверное, обратно нашу кисть с направлением, но при этом немного сделаем ее шире. Вот, и добавим такую галочку, как динамика цвета. Здесь вам нужно сделать так, чтобы все были на нуле, кроме вот этого, да, здесь, ну, в принципе, здесь тоже на нуле. Вот, и вот кроме вот этого ползунка сделайте его примерно на 10%. В этом случае у вас будет каждый мазок, ну, точнее, не каждый мазок, да, и вы будете брать какой-то определенный цвет, и если вы будете им рисовать, вы видите там такую некую вибрацию цвета. То же самое можно сделать, если вы берете берете вот эту галочку, да, то вы сможете, например, сделать один мазок таким цветом, сделаете следующим, он будет каждый раз меняться. Вот, ну, то есть поэкспериментируйте, да. И, в принципе, я, наверное, сделаю побольше. И сделаем разнообразие цвета в разных участках, да, при этом старайтесь, чтобы не потерять объем, мы берем пипеткой в том цвете, где мы хотим сделать изменение цвета, и там же и красим, да, не выходя сильно за пределы. Вот. При этом будет еще учитываться направление штриха, и вы можете заодно прорабатывать форму и при этом еще думать про цвет. Вот, при этом можете заметить, как увеличивается резко яркость картинки в целом. Вот, еще один трюк с кистями, это нужно будет для дополнительного объема. Нужно понимать, что если мы видим источник освещения с одной стороны, да, вот отсюда, то вот эта часть крайняя, она будет немного светлее, чем вот эта. Ну, вроде бы они рядом друг с другом находятся, да, но тем не менее край нужно как-то подчеркнуть. Можно это сделать следующим образом. Можно сделать вот этот цвет взять, сделать его посветлее, сделать такой вот мазок. И с этой стороны немного
стереть ластиком для того, чтобы он был такой размытый, да, и у нас получается такой вот переход. Но у меня есть такая вот кисть, которая выглядит следующим образом. Вот. Она выглядит вот таким вот образом, да, я ее сделал, нарисовав просто вот такую вот, как бы, ну, это была круглая кисть. Давайте я вам покажу, как ее сделать. Допустим, вы нарисовали вот такую вот кисть с одним краем более размытым, и другую сторону нужно будет вот таким вот образом стереть. Края тоже можно будет стереть, но в принципе можно оставить более размытыми, да, и сделать вот этот переход максимально плавным. Вот, максимально плавным, сделать так, чтобы он был при этом ровным. Вот, у вас получается вот такой вот элемент. И если вы сделаете потом вот здесь Define Brush, нажмете ОК, и у вас появится вот такая вот кисть, которую я вам уже показывал. Вот, но здесь единственное нужно еще сделать то же самое, что мы делали для плоской кисти, да, только не изначальное положение, а вот последний пункт. И таким образом, в какую бы сторону мы, ну, то есть она будет реагировать на то, в какую сторону мы делаем этот штрих. То есть если мы делаем сверху вниз, у нас будет слева у нас будет жесткий край, с другой стороны будет размытый, да, если мы снизу вверх, будет все наоборот. И это нам позволяет делать вот такие вещи. То есть мы сможем нарисовать какую-нибудь там объемную часть, да, и можем делать высветление на вот этих частях на краю. То есть у нас получается такой вот быстрый объем. То есть без использования ластика, чтобы сэкономить время, да, мы можем поступить вот следующим образом. И в принципе, если вы будете этой кистью пользоваться постоянно, то вы заметите, что она очень органично смотрится за счет того, что один край уже размыт, да, и вы можете даже забыть, какой кистью вы пользуетесь, но при этом эффект будет все равно интересный. То есть у нас получается такой вот быстрый объем на микроскопическом каком-то уровне. Вот, теперь, если вы присмотритесь, да, вот здесь к мелким этим деталям, вы увидите, что вот этой кистью как раз-таки я прорисовывал мелкие вот эти детали, и они очень быстро, в принципе, делаются. И также вы можете проработать рефлекс с другой стороны. То же самое можно сделать с этой кистью. Здесь добавить динамику цвета для того, чтобы каждый из мазков был уникальным по цвету, да, и тем самым вы добавите еще и разнообразие в цвете. Теперь я бы сделал бы еще акцент на рефлексе. Да. Здесь вы с этой стороны видите такой вот холодноватый рефлекс, при этом это теневая сторона, да, я размыл здесь некоторые части, то есть если вы присмотритесь, здесь у нас очень много детализации, потому что на светлой части. Вообще на свету лучше делать более-менее размыто, и в тени тоже более-менее размыто, а вот на вот этих переходах делать больше детализации, да, вот здесь вот можете увидеть, здесь очень так не сильно заметно, да, но если вы после того, что я сказал, присмотритесь, вы заметите, что именно на переходе больше детализации, чем в тени или на свету. Вот. Таким же трюком можно пользоваться с помощью вот этой кисти, сделать более холодный, взять цвет и попробовать сделать такой вот рефлекс. При этом он может быть не сильно явный, да, и даже там любой человек потом откроет, не скажет, что слишком явные рефлексы, это будет крайне незаметно, но при этом
будет делать очень большую разницу. При этом можно добавить более насыщенные цвета на свету. Вот. Ну и как я уже говорил, на вот этих переходах можно делать больше детализации. То есть здесь у нас переход от светлого к темному, да, мы делаем детализацию. И то же самое на тех местах, где у нас трава. И здесь, в принципе, вы можете сделать тоже какие-то трещины добавлять. Вот когда я рисовал вот эту гору, я тоже в конце уже добавлял вот эти трещины, да, которые подчеркивают нашу форму горы, да, нашу структуру и вообще суть того, как она появилась на Земле. Либо она стояла когда-то на воде, и потом вся вода высохла, осталась стоять гора, да, либо в результате того, что какая-то сила вытолкнула эту гору на поверхность. Тут уже нужно смотреть по референсам, да, смотря какие горы вы хотите нарисовать. Вот, в принципе, здесь можно уже прорабатывать каждую из деталей. Вот, в принципе, на этом все. Мы не будем с вами делать очень большие какие-то environment, да, за один урок. Как-нибудь в следующий раз мы попробуем сделать более что-нибудь масштабное, но нужно понимать, что горы у нас составляют обычно очень большую часть каждого environment. И если вы, в принципе, научитесь рисовать вот такие части гор, то вы сможете нарисовать любую, да, деталь. Вы можете даже их, если вы там растянете вот эти части, то вы можете сказать, что это просто часть земли, да, какой-то. Если вы ее, например, отзеркалите, да, то вы можете прям из них построить какую-то часть окружения. Вот. Ну и где-то вдали у вас будет большая какая-то гора, и здесь, скажем, например, океан, ну или не океан, вода, озеро, да, какое-то, и потом вы можете, например, добавить атмосферу. И, грубо говоря, наш environment почти готов. Вот, в общем-то, следите за обновлениями. Скоро будет выходить еще больше роликов. У меня к вам небольшая просьба. Поставьте колокольчик на YouTube для того, чтобы, ну, то есть на моем канале, для того, чтобы вы сразу знали, когда выходит новый ролик и смогли его сразу оценить, дать обратную связь мне, для того, чтобы наши ролики были еще лучше. И, собственно, увидимся в других уроках.